Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В прошлом видео рассказывал о том, как отремонтировать стиральную машинку Samsung. В этом видео расскажу, как на моторе от этой машинки поменять щетки. Это очень серьезная проблема, потому что новый мотор стоит около 2500, это дороговато, а щетки стоят намного дешевле, поэтому можно попытаться поменять щетки. Ну, конечно, нужно прозвонить перед этим в силомели и проверить, нет ли короткого замыкания между ними. Если нет, то можно приступить к замене щеток. Для этого нам понадобится паяльник, новые щетки понадобятся. Они продаются в таком виде. То есть их еще нужно припаивать к направляющей, потому что те, с направляющей, стоят дороговато. Вот такие щетки. А здесь в моторе они стоят в специальном кожухе пластмассовом, в котором бронзовая направляющая. Нам необходимо снять пластмассовый держатель, вынуть направляющую бронзовую и выпаять из нее старую щетку. Для этого берем крестовидную отвертку и откручиваем два винта крепления щетки. Вот в таком виде он. Теперь соединяем контакт от щетки. Нажав, здесь рычажок такой есть, нажимаем отверткой и контакт снимается с щетки. Вот. Мотор можно отложить в сторону и приступить к работе с щетками. Разобрав корпус, он легко разбирается на две части. Вот в таком виде. Вынимаем щеточку. Здесь важно запомнить направление, какое было среза и положение этого контакта, потому что они должны быть одинаковы. Но у меня эти стираются почему-то вот одна меньше, другая больше, поэтому я уже меняю две штуки одновременно, потому что скоро, возможно, машинка остановится. Это будет запасная. Теперь включаем паяльник и начинаем выпаивать старые щетки, чтобы туда впаять новые. Начнем работу. Отпаиваем старую щетку от бронзовой направляющей. Припаивается хорошо, отпаивается плохо. Парадокс. Оп. Вот такая пружинка. Имейте в виду, что сужение должно быть направлено сюда, в сторону щетки. Сужение пружинки. Теперь берем новую щетку и замеряем длину, необходимую для ее работы. Потому что здесь сильно много, если сделать запас, то она будет цепляться за пружинку и не давать нормально работать. Мы выдвигаем ее полностью и смотрим, сколько нам нужно оставить. Вот. Значит, нам нужно оставить сантиметра 3, сантиметра обрезать. Обрезали лишний провод. Теперь необходимо его залудить. Берем ортофосфорную кислоту, опускаем
И лудим оловом. Контакт здесь должен быть безупречный. Вот провод хорошо залудился. Теперь берем направляющую бронзовую. Мы запомнили, что когда смотрит влево, срез должен быть от нас в таком положении. Берем пружинку, вставляем ее на провод. Он должен быть прямой. Или сразу можно поставить ее в направляющую. И теперь можно заводим щетку. Вот так. Теперь необходимо осталось только припаять край провода. Вот он уже припаял. Ну, мы сейчас лишнее еще обрежем и немного подпаяем лучше. Для большей надежности побольше олова положим. Чтобы оно все его обтекало. Вот, щетка уже припаяна. Смотрим на первоначальное положение. Вот она целиком выходит из своего кармана. Аккуратненько подгибаем провод вниз. И вот в таком положении вставляем ее в корпус щетки. Корпус можно протереть, а можно не протирать. Кто как привык работать. Здесь есть специальные канавки, пазы. Она хорошо закрывается. Вот так.
Щетка готова для установки на электродвигатель. Теперь осталось вторую припаять и будем монтировать. Теперь можно приступить к монтажу на электромотор. Необходимо смотреть, чтобы срез был строго прилегал к якорю двигателя. Здесь есть уже направляющие. Таким образом прикручиваем щетки к корпусу электромотора. Одна часть закреплена и вторая. Можно почистить еще ламели якоря для лучшего контакта. Но в моем случае они еще не грязные, поэтому я их не чистил. Потому что не так давно щетки менялись. Из-за того, что, скорее всего, была нагрузка большая на двигатель, из-за подшипников барабана, они быстро стерлись, наверное, от большой нагрузки. Подключаем сюда к щетке провод питания. И делаем то же самое со второй щеткой. Слегка прижимаем и вводим ее в свое место. И закручиваем. Этот мотор работает у меня уже около 7 лет. Проблем с ним не было, кроме проблем со щетками. Одна стирается больше, одна меньше, как вы видели почему-то. Читал форумы, разговаривал с специалистами, они затрудняются ответить. Теперь осталось установить на место мотор. Он устанавливается на барабан, поэтому здесь для него есть определенные места фиксации. На барабане есть два выступа. С одной стороны и два с другой. Для фиксации электромотора. Вот он стал. Очень удобно. С помощью разъема с большим количеством подключений подключаем электромотор и затягиваем двумя болтами такого плана крепеж. Натянул болты, необходимо установить ремень привода барабана зубцами внутрь. Для этого мы надеваем на шкив двигателя и, проворачивая шкив барабана, натягиваем
Вот он. Надо слегка прокрутить, проверить, как он крутится. Крутится легко и без заеданий. Ну вот, машинка собрана. Первое испытание прошло успешно. Работать стало тише в 2 раза. Лучше качает, лучше выкручивает, не так трясется. Значит, наша работа прошла не зря. Жена довольна, дети тоже. Я мужа очень люблю. Жена говорит, машинка у нас была Samsung VF0508 NGW. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как разобрать машинку для ремонта подшипников барабана. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!